Ребятки, hello, как говорится, приветствую вас на обзоре Redmi Note 11 Pro Plus. Что интересного, это смартфон с актуальным квадратным дизайном. Это самый дешевый смартфон в мире с зарядкой 120 Вт, а также это один из самых дешевых смартфонов 2021 года. Респект Василию. Что к чему, обзор. Поехали. Итак, первое и ваше любимое – это распаковочка. В то время как многие бренды кладут в комплект фирменное ничего. What? Что предлагает нам Xiaomi? Скрепка, силиконовый чехол. Слушай, они правда сделали квадратный смартфон. Смотрим дальше. Вау, красота! Половина веса этого всего комплекта – это зарядка 120 Вт. А также проводок USB Type-C. Теперь у нас дизайн. Поворачиваем боком, ребятки, и видим некие схожие черты. iPhone 13, Redmi 11 Pro. iPhone 13, Redmi, iPhone 13. Знакомьтесь. Но тем не менее, здесь есть кое-что интересное. 3,5 мм. Xiaomi, респект. Стереодинамики, ИК-порт для управления техникой, телевизором, например, классический сканер отпечатков пальцев, высота просто идеальная. Это прям отдельное удовольствие. SIM 1, SIM 2, поддержки... нет, смотри, SD написано. Или 2 сим-карты, или 1 сим-карта и microSD. Спереди у нас стекло Corning Gorilla Glass 5-го поколения, сзади у нас антибликовое покрытие AG Glass. Так написано. О прочности ничего не заявлено. Смотрится неплохо. Матовый. Теперь самое интересное. Самое-самое интересное. Смартфон у нас выключен. А выключен почему? Правильно, ребятки. Совершенно верно. Кроме шуток, офигенно полезная рекламная пауза. Посмотрим. Ребятки, минута по-настоящему приятных новостей, потому что 11 ноября на маркетплейсе Озон стартует распродажа руки-загребуки. А если серьезно, Озон — это приятное место, где хорошо не только 11 ноября. Мы и сами часто покупаем там, и на сайте, и в приложении. От молока и ножей для чистки картошки до книг, флешек Sony и новых мониторов, кстати, вот, Xiaomi. Ну а быстрая доставка Озон Экспресс — это просто шедевр. Распродажа с 11 по 13 ноября – это отличная возможность, чтобы закупиться подарками. Это супер скидки и спецпредложения на товары, а для владельцев премиум подписки распродажа откроется уже 10 ноября. Кстати, ноябрь – это месяц акций, поэтому с 26 по 28 ноября на Озон будет еще одна распродажа по случаю Черной пятницы. Сами понимаете, отличная возможность купить подарки к Новому году заранее. Специальная ссылка, а также промокод на 300 баллов при первом заказе в приложении уже в описании. Очень рекомендуем. Продолжаем. Ребятки, огромное спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. Ну, согласитесь, полезная информация. Так вот, на чем мы остановились? Это самый дешевый смартфон в мире с зарядкой 120 Вт. Смартфон у нас выключен. Вот, нажимаем кнопку. 120 Вт прямо сейчас. Это самая быстрая зарядка для смартфонов в мире. Кстати, говорят, что Xiaomi работает над 200-ваттной зарядкой. Но пока что все это на стадии экспериментов. Итак, шутки в сторону. Аккумулятор 4500 мАч, зарядка 120 Вт уже в комплекте. Ничего отдельно докупать не нужно. Стыкаем сюда. Вилка у нас китайская. Можно использовать вот это. Ну, только не на американский переходник, а на российскую. На скорость зарядки это никак не влияет. Мы проверяли. То есть, если вы купили вот такой вот 120 Вт блок питания китайский и надели сверху переходник на российскую вилку, заряжать будет точно так же. Мы проверяли, это нормально. Включаем секундомер. Сейчас, ребятки, секунду. Hello, hi. Все готовы? Раз и два. Значит так, Xiaomi пишет, что до 100% эта зарядка будет заряжать этот смартфон за $300 за 15 минут. 15 минут, смартфон за 20 тысяч рублей. Тем не менее, есть прикольчик. Значит, смотрите, включился. Теперь самое интересное. 3 минуты 3%. Это не совсем честно, так сказать. Сейчас я вам объясню, что к чему. И многие из вас скажут, а нафига он включил смартфон? Выключенный же будет заряжаться быстрее, расхода энергии нет. Неправда.
Мы это все выяснили, он заряжается быстро только тогда, когда работает, потому что только тогда работает быстрая зарядка. Там включается какой-то чип, и тогда вот быстрая зарядка работает. Это первый прикол. Второй прикол в том, что быстрой зарядки прямо сейчас нет. Вам нужно активировать ее каждый раз, когда вы только купили смартфон самостоятельно. Значит, заходим в Battery, Boost Charging Speed. Вот, нужно активировать. Если вы это не активировали, все это время будете пользоваться смартфоном, у вас быстрой зарядки не будет. Нажимаем сюда, теперь она активна, теперь мы втыкаем вот сюда. И вот когда появляется вот эта надпись, сначала была Quick Charge, это не то. Нужно Mi Turbo Charge. Вот это та зарядка, которая нам нужна. Ну, пару минут наш скостим, но уже, кстати, 13%. Что по начинке? У нас тут процессор Dimensity 920, 6 нанометров. Мы уже, на самом деле, на нем поиграли вот отдельно. До этого популярные игры, естественно, он все тянет. В бенчмарке Antutu набирает 500 тысяч пунктов. Это примерно как Snapdragon 778G. То есть все популярные игры на нем будут нормально идти. Пока зарядка идет, скажу еще один интересный факт. Для предотвращения перегрева во время зарядки, вот прямо сейчас, кстати, холодный, абсолютно холодный, ничего не нагрелось вообще нигде и ничего, там блок тоже холодный. Значит так, а у нас там система жидкостного охлаждения. Специально во время зарядки она у нас активна. Участвует ли эта система, когда вы, скажем, играете на смартфоне? Об этом не пишут, но наверняка. У нас довольно неплохой экран, и многие из вас сейчас начнут ругаться, зачем он тыркает все время смартфон, у нас же идет эксперимент. Но кто из вас заряжает смартфон и не пользуется им? До 90%, когда втыкают зарядку, продолжают что-то делать. В WhatsApp сидеть, там на смс-очке отвечать, так что это более честный тест, согласитесь. А экран 6,67 дюйма, AMOLED 120 Гц. Вот, кстати, полные спеки, это у нас дисплей Samsung. Честно говоря, лопата. То есть, если взять вот... что произошло? Эй, так. Нет, все идет, нормально, 7 минут. Если взять iPhone 11 Pro, и то даже в чехле, вот смотрите габариты. Поэтому, если вам не очень нравятся большие смартфоны, пожалуйста, сходите сначала в магазин, попробуйте, потестите, потому что здоровый аппарат, 6,67 дюйма, то есть это говорит iPhone 13 Pro Max. Что у нас по камерам? Заявлено 108 мегапикселей, фирменная камера Samsung HM2, и все таки, ого, 108 мегапикселей. Теперь вот вам еще один прикольчик. Открываем камеру, и вы такие ходили, там пару лет фоткали, снимали, потом продаете на Авито. И тут вдруг понимаете, что заходите вот сюда вот, еще. И тут есть режим 108 мегапикселей. До этого у вас не 108 мегапикселей. Почему Xiaomi так делает, причем с каждой своей крутой фишкой, непонятно. Ее нужно активировать отдельно. Две другие камеры, это у нас ширик 120 градусов, 8 мегапикселей. Такой простенький набор на самом деле. И также у нас есть... А это что такое? Это же просто дыра, куда ничего не поставили. Видимо, модуль взяли от какого-то другого смартфона, но, так сказать, недорогой смартфон, зато недорого, да. Несколько тестовых фоток посмотрим. Тест не останавливаем, то есть тест идет. Тестовые фотки. Что такое? Тестовые фотки смотрим. Ребятки, тестовое видео Redmi Note 11 Pro Plus. Давайте пройдемся немножко. Пишем 1080p, там есть 4К 30 кадров в секунду и 1080p 60 кадров. Вот 1080 стабилизация чуть лучше, потому что кроп это 4К, так что пишем 1080, но 4К тоже есть. Но стабилизация это тоже важно. Есть тут одно интересное местечко. Магазин Lego. $249 баксов, это очень дорого. Ну, за это. Какая коробка. Что такое есть? 229. Неплохо. Пойду-ка я посмотрю. Ребятки, тестовое видео, ссылка внизу, можете скачать и посмотреть. Ребятки, посмотрели? Ссылка на исходники внизу, можете скачать и посмотреть. Еще вернемся к зарядке. У нас прошло 10 минут, но по факту 9 с копейками, 52%. Еще раз зайдем в настройки, проверим, все ли у нас работает так, как надо. Boost Charging Speed. Вот сколько кнопок нужно нажать, чтобы главная фишка этого смартфона была активна. Вот, Boost Charging, все работает. По поводу надежности зарядки. Многие из вас скажут, надежно ли это? Ну, скорее всего, надежно.
Да нет, шутки шутками, у Xiaomi это не первая зарядка, у них уже несколько смартфонов такой быстрой зарядки, и весь секрет вот этой всей истории, что там два аккумулятора, они заряжаются параллельно. Конечно, есть минус со временем. О, кстати, немножко теплый. Вот, еле и еле теплый стал. Так вот, конечно, есть один минус. Со временем емкость этих двух аккумуляторов там уменьшается быстрее. Но, как пишут Xiaomi, через 2 года емкость аккумуляторов будет на уровне 90%. 90% это такая же история, как у айфона. При этом в айфоне, сами знаете, какая зарядка, а здесь 120 ватт. Так, что у нас еще интересного? Интересного много на самом деле. Это NFC, это защита от воды IP53. Это у нас стереодинамики JBL с Dolby Atmos. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, громко. Ну, неплохо, неплохо. Причем самое классное, что они не стали объединять разговорный динамик с внешним динамиком. То есть вот у нас разговорный сверху, а это отдельный внешний динамик стерео. JBL вот здесь вот раз, и здесь вот два динамика. У нас еще Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, ну и, конечно же, 3,5 мм. Ребятки, по классике Redmi Respect. Что у нас по тесту, кстати? 76%? А, ну уже 15%. Что-то как-то... У нас работает Wi-Fi, работает Bluetooth. Давайте попробуем сделать вот так, вот так. Посмотрим. Идет быстрая зарядка. Quick Charge, Mi Turbo Charge. Давайте дадим шанс, оставим на 2 минуты. 2 минуты. То есть, ну, вначале у нас была там возня небольшая, плюс мы пользовались им, включали сейчас видео. Подождем немножко, давайте. Так, внимание, 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 внимание. Тут плюс 3,5 минуты, но с учетом того, что мы вначале его там включали-выключали, плюс зарядка не была активирована, плюс мы включали YouTube, сделали небольшую скидку. Итак, 90%. 90%. Ну, честно говоря, тоже неплохо. Скажу честно, я его вчера уже тестил, разряжал, заряжал, и он набрал за 15 с копейками, правда, 100%. Причем работал NFC, работал Bluetooth и работал Wi-Fi. Что-то сегодня, видимо, не с той ноги встал. Сегодня день такой. Ну, видно, день такой. 100% за 15 минут это правда. А что еще интересно? У нас цвета. Цвета это черный, голубой. Это голубой? Это голубой. Фиолетовый или это зеленый? Вот так он голубой, а так он зеленый. Это или голубой, или зеленый. Ребятки, на ваше усмотрение. Значит, 3 модификации. Вот такие вот. И стоимость базовой версии $300. Адаптер 120 Вт уже в комплекте. Казалось бы, недорого, да? То есть 300 баксов за такой смартфон. Неплохо. Но можно сэкономить. Если взять обычный Redmi 11 Pro, не плюс, там у нас все ровно то же самое, только аккумулятор больше, 5160 мАч, между прочим, а также быстрая зарядка не 120, а 67 Вт, он будет стоить 250 баксов. Ну и тут можно сэкономить. Если взять еще чуть проще зарядку и немножко проще экран, можно взять обычный Redmi Note 11, не Pro. Он стоит 13 200 рублей. Сколько у нас? 95? 95. Да что ж такое? День такой, да. Значит, конкурс. Один комментарий по теме этого обзора. Вдруг вы уже сами пользуетесь миксом, допустим, новым, там тоже 120 Вт или вот чем-то вот таким, с удовольствием почитаем. Один комментарий по теме обзора. Это важно. Стихи писать не нужно, но что-нибудь по делу хотелось бы все-таки почитать. И подписка на канал обязательно. Redmi 11 Pro Plus. Спасибо Василию. Ждем ваш комментарий. Это условие для участия в конкурсе. Все специальные ссылки внизу. 96, да что ж такое? Ну, что ты? А, смотри, у нас чуть-чуть перформанс включен, ёпстуды. Вот столько факторов нужно учесть, чтобы это работало так, как надо. Если вот так сделать, ну, я думаю, так вот он точно зарядится. Вот что, у меня вчера баланс был включен, а тут перформанс. Вот. Ура! Ну, зато 300 баксов, ребяшки. Конкурс стартует, ждем ваш комментарий. Спасибо Василию, увидимся, пока.